Под песками Сахары лежит цивилизация, о которой официальная наука предпочитает молчать. Археологи нашли там города с улицами, с ирригационными каналами и тысячами наскальных рисунков с изображениями людей, охотящихся у берегов рек. В месте, где сегодня нет ни капли воды на сотни километров вокруг. Самая поразительная часть находок засекретили сразу после обнаружения, а исследователи, которые говорили слишком много, внезапно лишались финансирования и доступа к раскопкам. Это не теория заговора, да, это задокументированные факты, которые ломают все, что вам рассказывали об истории человечества. В 1958-м итальянский геолог Энрико Кьярини пробурил скважину в центральной части Сахары, в районе плато Феццан на территории современной Ливии. На глубине 14 метров бур наткнулся на обработанный камень. Кьярини остановил работу и начал копать вручную. Это был не храм и не гробница. Через 3 дня он стоял внутри помещения со штукатуренными стенами, на которых сохранились следы красной и желтой краски. Планировка помещений, толщина стен и расположение проемов однозначно указывали на жилой квартал. Кьярини сделал замеры и отправил отчет в Римский университет. Ответа не последовало 6 недель. Потом приехали 2 чиновников из Министерства культуры Италии, провели на месте 1 день и объявили находку природным геологическим образованием. Но история не закончилась там. В 1973-м американский спутник серии Lancet снял плато Феццан в инфракрасном диапазоне. Кьярини подал официальное возражение. Его контракт с университетом не продлили в следующем семестре. На снимках проявились прямые линии длиной до 12 километров, пересекающиеся под прямыми углами. Геологи из Бостонского университета идентифицировали их как следы древней ирригационной сети. Каналов, которые когда-то несли воду с гор к полям. Площадь орошаемой территории составляла около 800 квадратных километров. Датировка осадочных пород вокруг каналов показала возраст от 7 до 10 тысяч лет. Для сравнения, это больше, чем площадь современного Сингапура. Именно в этот период, который ученые называют влажным периодом Сахары или зеленой Сахарой, весь регион выглядел совершенно иначе. Там текли реки, росли деревья, водились слоны и бегемоты. Сахара тогда была саванной, и кто-то жил на этой саванне, строил города и рыл каналы. В 1986-м египетский геолог Фарук Эльбас, работавший тогда в Смитсоновском институте в Вашингтоне, опубликовал анализ спутниковых снимков, на которых под песками Сахары просматриваются русла древних рек. Одна из них, так называемая Мегарека, была шире Нила и текла через территорию нынешней Ливии прямо в Средиземное море. По берегам этой реки спутниковые снимки фиксировали аномалии плотности грунта, характерные для фундаментов зданий. В 2008-м британская экспедиция под руководством археолога Дэвида Мэттингли провела наземную разведку в районе этих аномалий. Они нашли каменные постройки, зернохранилища и некрополис с захоронениями. Мэттингли идентифицировал культуру как гарамантийскую, цивилизацию, которая официально считается примитивной и малоизученной. Однако находки говорили об обратном. Разветвленная система подземных акведуков, называемых Фогара, общей длиной более 3500 километров. Для строительства такой сети требовались инженерные знания, точные измерения и централизованная организация труда тысяч людей. Мэттингли запросил финансирование для полноценных раскопок. Ливийское правительство дало разрешение. Британский исследовательский совет выделил средства. Работа началась и продолжалась ровно до 2011-го, когда в Ливии началась гражданская война. Все материалы экспедиции остались в Триполи. Часть документации, по словам самого Мэттингли, была вывезена неизвестными лицами еще до эвакуации его команды. Под песками Сахары лежит не один город. Спутниковые данные, которые НАСА рассекретила в 2012-м, показывают не менее 23 крупных аномалий на глубине от 8 до 20 метров на территории Ливии, Алжира и Нигера. Каждая из этих аномалий по площади сопоставима с крупным средневековым городом. Ни одна из них не раскопана. Ни одна официально не признана археологическим объектом. Наскальные рисунки плато Тассили-Наджер в Алжире насчитывают более 30 тысяч отдельных изображений. Французский исследователь Анри Лот скопировал их в 1958-м и опубликовал альбом, который немедленно стал сенсацией. На рисунках люди, пасущие крупный рогатый скот, женщины в украшениях, сцены охоты на крокодилов и бегемот. Возраст части изображений от 8 до 12 тысяч лет. Это означает одно: люди жили здесь задолго до того, как Сахара стала пустыней, и их культура была достаточно развитой, чтобы оставить тысячи детализированных изображений на скалах. Антропологи провели анализ скелетных останков, найденных в погребениях вдоль высохших русел сахарских рек. Результаты опубликовал в 2008-м журнал PLOS ONE, одно из крупнейших научных изданий мира. Останки принадлежали людям с морфологией, характерной для населения Западной Африки, Северной Африки и даже Ближнего Востока одновременно. Это не одна этническая группа, это смешанное население крупного торгового узла. Генетический анализ подтвердил: люди, жившие у этих рек 10 тысяч лет назад, были предками сразу нескольких современных народов, разделенных сегодня тысячами километров пустынь. В 2002-м итальянская экспедиция под руководством палеонтолога Паоло Серено обнаружила в Нигере, в районе пустыни Тенере, кладбище возрастом около 5000 лет. Его назвали Габеро.
На площади в 1 квадратный километр лежали останки почти 200 людей. Рядом с телами рыбосо, рыболовные крючки, гарпуны из кости, украшения из речных ракут. Ближайший водоем сегодня находится в 800 километрах от этого места. Серено нашел 2 отдельных слоя захоронений с разрывом в 1000 лет. Люди уходили, когда климат менялся, и возвращались, когда снова становилось влажно. Они не были кочевниками без культуры. Они были оседлым населением, которое теряло и снова находило свою землю. Самая загадочная деталь Гоберо — захоронение женщины и 2 детей, лежащих в обнимку, накрытых цветами. Анализ пыльцы показал, цветы были живыми в момент захоронения. Это ритуал, это горе, это люди, которые хоронили своих близких точно так же, как хоронят их сегодня. Отдельный вопрос технологий. В районе Плато Акакус в Ливии найдены фрагменты керамики возрастом около 10 тысяч лет. Это одна из древнейших керамик в мире. Старше египетской, старше Месопотам. Химический анализ показал следы молока внутри сосудов. Люди здесь содержали домашний скот и перерабатывали молочные продукты раньше, чем это научились делать в Европе или на Ближнем Востоке. Профессор Мартин Джонс из Кембриджского университета назвал эту находку переворачивающей представление о географии неолитической революции. Но официальные учебники истории по-прежнему рисуют Сахару как пустую периферию древнего мира. Египет — да, Месопотамия — да, а между ними якобы ничего, только песок и редкие кочевники. Данные говорят об обратном. Здесь существовало многочисленное оседлое население с развитым скотоводством, рыболовством, керамическим производством и сложными погребальными ритуалами. И это население исчезло не потому, что было уничтожено или вымерло. Оно мигрировало. Когда Сахара начала высыхать около 5500 лет назад, люди двинулись к воде, к Нилу, к Нигеру, побережью. Некоторые исследователи прямо называют эту миграцию спусковым крючком для возникновения египетской цивилизации. Население, веками строившее города и каналы в Зеленой Сахаре, принесло свои знания в долину Нила, и там, в новых условиях, эти знания дали толчок тому, что мы сегодня называем одной из величайших цивилизаций древних. Египет мог быть не точкой начала, а точкой прибытия. В 1994-м американский радар, установленный на борту космического челнока Endeavour, просветил поверхность Сахары на глубину до 5 метров и зафиксировал под песками разветвленную сеть древних рек. Но это была лишь техническая сенсация. Красивые снимки, которые ученые обсудили на конференциях и убрали в архивы. Настоящий переворот случился в 2003-м, когда американский геолог Уильям Маккинни работал с этими снимками в своей лаборатории в Аризоне и заметил нечто, что все предыдущие исследователи пропустили. На берегу одной из погребенных рек в районе египетско-ливийской границы радар фиксировал аномалию плотности, несовместимую с природными геологическими образованиями. Прямые углы, правильные прямоугольники. Сетка улиц площадью около 3 квадратных километров. Маккинни наложил снимок на современную карту и обнаружил, что аномалия находится точно в 180 километрах к югу от ливийского города Куфра, в абсолютно безлюдной части пустыни, куда не ступала нога ни одной официальной экспедиции. Он отправил результаты анализа в Национальное географическое общество. Через 2 месяца получил ответ. Данные требуют дополнительной проверки и пока не могут быть опубликованы. Маккинни опубликовал их самостоятельно в малоизвестном геологическом журнале. Статью не заметили. Заметил ее египетский археолог Захи Хавас. На тот момент глава Высшего совета по делам древности Египта, человек, контролировавший все раскопки в стране. Хавас запросил у Маккинни полный пакет данных, получил его и замолчал. Никакой экспедиции к аномалии организовано не было. В своих публичных выступлениях Хавас никогда не упоминал эту переписку. Маккинни рассказал о ней сам. В интервью 2009 года, уже после выхода на пенсию. Но параллельно с этой историей разворачивалась другая, еще более конкретная. В 2006-м немецкий археолог Штефан Кроль, работавший в Судане, случайно вышел за границы своего официального участка и наткнулся на каменные кладки, выступающие из песка. Он зафиксировал координаты, сделал фотографии и включил находку в свой отчет Суданскому министерству культуры. Министерство ответило быстро. Участок объявили закрытой военной зоной. Кроль был выслан из страны в течение 72 часов. Его фотографии конфисковали на границе. Все, кроме одной карты памяти, которую он спрятал в подошве ботинка. Эту карту памяти он показал коллегам на конференции в Берлине в 2008. На снимках правильные каменные кладки, уходящие под песок, фрагменты колонны с геометрическим орнаментом и, самое важное, фрагмент каменной плиты с выбитыми на ней символами. Не египетские иероглифы. Неизвестная науке письменность Мероя. Интересно, а что если под песками Сахары скрывается не только древняя цивилизация, но и секреты нейросетей? Загляните на наш сайт playprofit.com. У нас собраны все самые популярные нейросети по одной подписке. И не забудьте, что сегодня при регистрации по ссылке в описании вы получаете 500 токенов в подарок. Что-то другое. Систематические знаки, повторяющиеся в определенном порядке. Профессор лингвистики Карл Хайнц Отто из Гамбургского университета изучал эти символы 2 года. Его вывод — это не декоративный орнамент, а функциональная знаковая система с признаками письменности, повторяющиеся элементы, вариативность, структурная иерархия знаков. Если Отто прав, это старейшая письменность в Африке, южнее Сахары. Возможно, одна из старейших в мире. Суданское правительство официально отрицает
существование этого объекта. На спутниковых снимках той зоны, доступных через открытые источники, соответствующий квадрат закрыт размытием. Стандартная, а это ваше стандартная процедура для военных объектов. Кроль до сих пор лишен въездной визы в Судан. Находки такого рода не единичны и не случайны. Они складываются в картину цивилизации, которая существовала на огромной территории, была технологически развита по меркам своего времени и бесследно исчезла с официальных карт истории человечества. Вопрос не в том, существовала ли она. Вопрос в том, почему ее так тщательно не замечают. Джон Коулман Дарнелл преподавал египтологию в Ельском университете, когда в 2002 опубликовал результаты раскопок в Вади-эль-Худи, районе египетской пустыни к востоку от Нила. Он нашел там надписи, датированные примерно 4000 лет назад, с упоминанием торговых маршрутов, уходящих глубоко на запад, в сторону Сахары. Не к оазисам, не к побережью, вглубь пустыни, к местам, где сейчас нет ничего, кроме песка. Дарнелл написал, что эти маршруты указывают на существование западных торговых партнеров Египта, о которых официальная история не знает ничего. Статью опубликовали, коллеги ее проигнорировали. Игнорирование это первый и самый мягкий инструмент. Когда находка слишком очевидна, чтобы ее игнорировать, в ход идут другие методы. Французский палеоклиматолог Ив Коппенс, один из первооткрывателей знаменитой Люси, скелета австралопитека, публично заявил в 1997-м, что именно иссушение Сахары около 5 миллионов лет назад стало причиной прямохождения человека. Его теорию обсуждали широко. Но когда он начал говорить о том, что повторное озеленение Сахары 10 тысяч лет назад и последующее высыхание могли породить и уничтожить полноценную цивилизацию, интерес прессы мгновенно угас. Те же журналисты, которые брали у него интервью недели раньше, перестали отвечать на звонки. В 2014-м алжирский археолог Слиман Хачи опубликовал в местном научном журнале статью о новых находках на плато Тассилин-Аджи. Среди прочего он описал фрагменты каменных орудий, технология изготовления которых соответствует неолитическому уровню, но датировка указывает на период около 12 тысяч лет назад, на 3000 лет раньше, чем неолит официально появился в этом регионе. Статья вышла на арабском языке и в переводе на французский. На английский ее никто не перевел. В международных базах данных она не проиндексирована до сих пор. Это системная проблема. Значительная часть археологических исследований в Северной Африке публикуется на арабском или французском языке в региональных журналах с минимальным международным охватом. Англоязычное академическое сообщество, которое фактически формирует глобальную научную повестку, эти работы не читает и не цитирует. В результате целый пласт доказательств существует, но невидим для тех, кто принимает решения о финансировании и признании открытий. Немецкий геоархеолог Николас Дрейер работал в Мали в 2010-м и нашел под слоем песка остатки зернохранилищ с обугленными семенами. Радиоуглеродный анализ дал возраст около 8000 лет. Дрейер подал заявку на расширение раскопок. Германское исследовательское общество отказало в финансировании с формулировкой «недостаточное научное знание». Через год тот же грант получил проект по изучению средневековых монастырей в Баварии. Американский антрополог Кертис Мариан из Университета штата Аризона в 2017-м прямо написал в журнале Current Anthropology: академическое сообщество систематически недооценивает Африку как источник цивилизационных инноваций из-за структурных предубеждений, сложившихся в европейской науке XIX века. Его статья вызвала дискуссию. Но финансирование африканских доисторических раскопок в общем бюджете мировой археологии по-прежнему составляет менее 8%. При том, что Африка занимает 20% суши планеты и является родиной человека. Конкретный механизм замалчивания редко бывает грубым. Никто не врывается в лаборатории и не жжет рукописи. Все проще. Заявку на грант отклоняют, рецензент журнала рекомендует доработать. Конференционный доклад ставят в самый конец программы на утреннюю сессию пятницы, когда зал наполовину. Находка не запрещается. Ты что? Она просто не получает ресурсов для подтверждения и тихо уходит в архив. Британский археолог Дэвид Мэттингли, тот самый, что работал в Ливии до 2011-го, в своей книге 2003 написал прямо: гарамантийская цивилизация была полноценным государством с городами, письменностью и 3000-километровой ирригационной сетью. И при этом она остается практически неизвестной широкой публике, потому что не вписывается в привычную нарративную схему, где цивилизация идет с Ближнего Востока на Запад, а не из центра Африки на север. Книга вышла в академическом издательстве тиражом 2000 экземпляров. В массовую прессу она не попала. В 2009-м ливийское правительство Муаммара Каддафи подписало соглашение о совместных раскопках с консорциумом европейских университетов.
Зона работы охватывала около 20 тысяч квадратных километров в районе Фетсана. Первый сезон прошел штатно. Европейцы копали, фотографировали, вывозили образцы на анализ. На второй сезон в 2010-м ливийская сторона неожиданно изменила условия. Все находки остаются в Ливии. Все фотоматериалы проходят согласование с Министерством культуры перед публикацией. Иностранным ученым запрещено самостоятельно делать заявление о результатах раскопок. 3 университета — Лейденский, Лионский и Болонский — отказались от таких условий и покинули консорциум. 2 других. Их названия в открытых источниках не фигурируют. Условия приняли и продолжили работу. Что именно они нашли в сезоне 2010-го, неизвестно. Ни одной публикации по итогам этого сезона не существует. В 2011-м началась война. Ливийский архив древностей в Триполи был частично разграблен. Однако ряд исследователей обращает внимание на странную деталь. Из хранилища исчезли именно материалы фетсанских раскопок. Ящики с керамикой, папки с полевыми дневниками, жесткие диски с фотоархивом. Остальные фонды пострадали значительно меньше. Итальянский журналист Марко Тарквинио, писавший об этом в 2013-м, предположил, что вывоз был целенаправленным. Его статья вышла в римской газете и не получила международного распространения. Алжир в этом отношении действует иначе. Тише, но последовательно. Плато Тассили-Наджер с его 30 тысячами наскальных рисунков внесено в список объектов всемирного наследия. Это звучит как защита. На практике это означает, что любые раскопки на плато требуют разрешения алжирского правительства, которое выдается крайне редко и только совместным экспедициям с обязательным участием алжирских государственных структур. Самостоятельные иностранные исследования запрещены полностью. Последнее независимое французское исследование на Тассилине проводилось в 89-м. С тех пор 35 лет плато закрыто для независимой науки. В 2016-м нигерийский историк Абдурахман Маги из университета Ниамея подал запрос в Алжирское министерство культуры на проведение датировки нескольких участков Тассилина современными методами. Ответа он не получил вообще, ни положительного, ни отрицательного. Запрос просто растворился в бюрократической системе. Египет закрыл для самостоятельных иностранных исследований обширные зоны вдоль западной границы, так называемую Ливийскую пустыню, еще в 70-х, официально по соображениям безопасности. Именно там, согласно спутниковым данным, сосредоточена основная часть аномалий, указывающих на погребенные структуры. Египетская армия периодически проводит там учения, что автоматически делает любое гражданское присутствие незаконным. В 2018-м американский исследователь Том Сильвер, специализирующийся на дистанционном зондировании, опубликовал в своем личном блоге анализ коммерческих спутниковых снимков этой зоны. Он зафиксировал в одном из районов следы недавних раскопок, свежие отвалы грунта, следы тяжелой техники, временные постройки. Никакой официально зарегистрированной экспедиции в этом районе в тот период не существовало. Сильвер направил запросы в Египетское министерство древностей и в 3 американских университета с кафедрами египтологии. Ответил только один университет. Сообщил, что не располагает информацией. Блог Сильвера был удален через несколько месяцев. Сам он объяснил это сменой платформы. Архивная копия текста сохранилась на нескольких независимых сайтах. Судан пошел дальше всех. После открытия Кроля в 2006-м, о котором шла речь раньше, суданское правительство объявило обширный район к северу от Хартума зоной особого режима. Формально там из-за строительства новых военных объектов. Но снимки из открытых источников не фиксируют там никакого строительства. Зато фиксируют периодически появляющиеся и исчезающие лагеря с характерным для раскопок расположением. Параллельные траншеи, отвалы грунта по периметру, площадки для сортировки материала. Кто проводит эти раскопки и что именно находит, неизвестно. Результаты не публикуются нигде. В 2015-м генетики из Гарвардского университета опубликовали результаты анализа древней ДНК из захоронений в Марокко возрастом около 15 тысяч лет. Геном этих людей не совпадал ни с одной современной популяцией полностью. Ближайшие генетические родственники обнаружились сразу в 2 местах: среди современных берберов Северной Африки и среди населения Ближнего Востока эпохи натуфийской культуры. Это означало, что 15 тысяч лет назад существовал генетический мост между Африкой и Ближним Востоком. Популяция, которая впоследствии разделилась и дала начало нескольким разным народам. Промежуточное звено этой цепи — люди, жившие в зеленой Сахаре. В анализ не вошло, потому что их останки либо не найдены, либо находятся в закрытых зонах. В 2020-м международная группа генетиков опубликовала в журнале Nature масштабное исследование геномов древних африканцев. Один из выводов звучал так: около 5000 лет назад в Северной Африке произошло резкое генетическое смешение, несовместимое с постепенной миграцией. Это был одномоментный массовый приток населения из центральных районов континента на север и северо-восток. Точно в тот период, когда Сахара окончательно высыхала. Авторы исследования написали об этом осторожно, в рамках демографических терминов. Но цифры говорили прямо: сотни тысяч людей одновременно сдвинулись с места и растворились среди других популяций, принеся с собой свои гены, свои навыки и свою память. Туареги.
Народ, живущий в Центральной Сахаре сегодня. Хранят устную традицию о затонувших городах под песком. Не метафорически. Буквально их предания описывают конкретные места, где под дюнами лежат каменные стены, колодцы и дороги. Французский этнограф Анри Дювери записал эти предания еще в 1864. Он отнесся к ним серьезно и указал приблизительные координаты мест, о которых говорили его информаторы. Спустя 150 лет спутниковые снимки показывают аномалии именно в этих координатах. Туарегское слово «тинхинан» означает «та, что пришла издалека». Так зовут легендарную прародительницу туарегского народа. Женщину, которая привела свой народ через пустыню из места, где раньше была вода. В 1925-м французские военные обнаружили в Алжирской Сахаре, в районе Абалессы, каменную гробницу IV века нашей эры. Внутри лежал скелет высокой женщины с золотыми и серебряными украшениями, римскими монетами и бусами из Египта. Местные жители немедленно идентифицировали ее как Тинхинан. Французы вывезли скелет и все предметы в Алжир, затем часть коллекции переправили в Париж. Генетический анализ останков, проведенный в 2009-м, показал гаплогруппу, характерную для населения Западной Африки, ни Северной, ни Средиземноморья. Женщина пришла с юга, из глубины того, что сейчас является пустыней. На севере Чада, в регионе Тибести, местные жители периодически находят после песчаных бурь предметы, которые буря выносит на поверхность из-под дюн. Каменные зернотерки, фрагменты керамики с орнаментом, медные украшения. Несколько таких предметов попали к французскому коллекционеру Пьеру Монбарону в 80-е. Он передал их на анализ в Парижский музей человека. Датировка керамики от 6 до 8 тысяч лет. Медные украшения оказались сложнее. Медь была выплавлена, а не откована из самородков, что предполагает наличие плавильных печей. Выплавка меди в Африке, южнее Сахары, официально датируется значительно более поздним периодом. Музей принял предметы, внес их в каталог и больше никак их не изучал. Они хранятся в фондах по сей день. В 2019-м австралийский геолог Эндрю Спенсер проанализировал химический состав грунта в нескольких точках Центральной Сахары, используя данные европейского спутника Sentinel-2. Он искал следы древнего земледелия, изменения в концентрации фосфора и азота, которые остаются в почве тысячелетиями после того, как поля заброшены. Результат. В 12 точках на территории Ливии, Нигера и Чада грунт показал аномально высокое содержание фосфора на глубине от полуметра до 2 метров. Это классический агрохимический след многолетнего земледелия. Площадь каждого такого пятна от 50 до 300 гектаров. 12 сельскохозяйственных угодий в абсолютной пустыне, где сегодня не растет ничего. Спенсер опубликовал результаты в геологическом журнале. Ни один археолог официально на них не отреагировал. Ответ на вопрос, почему скрыли, начинается не с заговора, а с денег. Академическая археология финансируется грантами, грант выдается под конкретный результат, а результат должен вписываться в уже существующую научную картину. Находка, которая эту картину разрушает, автоматически становится проблемой для того, кто ее сделал. Не потому, что кто-то звонит и угрожает, а потому, что следующий грант просто не одобрят. Это не теория, это механика академической системы, которую описывают сами ученые в своих мемуарах и интервью. Томас Кун написал об этом еще в 1962 в книге «Структура научных революций». Господствующая парадигма не сдается под давлением фактов. Она держится до тех пор, пока ее носители физически не уходят из науки. Новое поколение принимает новую картину мира. Проблема сахарской цивилизации в том, что смена парадигмы здесь потребует не просто переписать несколько учебников, она потребует признать, что африканский континент был центром цивилизационного развития задолго до того, как его таковым начали считать. А это задевает интересы значительно большего числа людей, чем просто академики. В 19 веке европейская наука выстроила четкую иерархию цивилизаций, в которой Африка занимала нижние строчки. Эта иерархия служила идеологическим обоснованием колониализма. Колониализм формально закончился, но институты, которые он создал, университеты, музеи, издательства, системы грантов, никуда не делись. Они продолжают воспроизводить те же структурные предубеждения, просто без явного расизма, заменив его бюрократическими процедурами и академическими стандартами. Конкретный пример. Британский музей хранит в своих фондах более 700 тысяч африканских артефактов. Большинство из них никогда не выставлялось. Значительная часть не каталогизирована должным образом. Среди них предметы из Северной и Центральной Африки, собранные в 19 и начале 20 века, когда никто систематически не фиксировал точные места находок. Эти предметы фактически вырваны из контекста навсегда. Их невозможно привязать к конкретным раскопкам и использовать как доказательную базу. Второй фактор – политический. Правительства стран Северной Африки имеют собственные причины контролировать археологические нарративы. Ливия при Каддафи использовала историю Гарамантийского царства как элемент национальной идеологии. Но строго дозировано только те части, которые работали на нужный образ. Египет десятилетиями строил туристическую экономику вокруг фараонов и пирамид. Признание того, что до фараонов существовала развитая цивилизация западнее Нила, потенциально смещает фокус интереса и туристические потоки. Это миллиарды долларов.
Алжир после обретения независимости в 1962 выстраивал национальную идентичность вокруг берберско-арабского наследия. Цивилизация, которая предшествовала и берберам, и арабам, и которая по своему характеру ближе к субсахарской Африке, чем к Средиземноморью, в эту конструкцию не вписывается. Закрытие Тассилина для независимых исследований произошло именно в период активного строительства алжирской национальной идентичности, в 70-х и 80-х. Третий фактор – военный. Центральная Сахара десятилетиями была зоной нестабильности. Туарегские восстания, контрабандные маршруты, активность вооруженных группировок, армии нескольких государств имеют там постоянное присутствие. Военные не заинтересованы в том, чтобы в их зонах ответственности работали гражданские экспедиции с иностранным участием, вне зависимости от того, что именно те. Отказ в доступе к раскопкам автоматически получает военное обоснование, которое невозможно оспорить. В 2021 американский журналист Пол Сарапало провел расследование для издания Foreign Policy о судьбе Ливийского археологического архива после войны. Он установил, что часть материалов из Триполи всплыла на антикварном рынке в ООЭ. Другая часть, по его данным, была выкуплена через посредников европейским частным коллекционерам, личность которого установить не удалось. Статью опубликовали. Официальные реакции нет одного правительства, ни от одной международной организации не последовало. Все это вместе. Ни единый заговор с центром управления и списком участников. Это система, в которой у каждого участника есть своя причина не задавать лишних вопросов. Ученый боится потерять финансирование. Чиновник боится политических последствий. Военный защищает периметр. Коллекционер охраняет инвестицию. Никто не координируется с другими. Никто не отдает приказ молчать. Просто каждый по отдельности делает выбор в пользу удобного молчания. И в результате целая цивилизация остается под песком. В 1513-м турецкий адмирал Пири Рейс составил карту мира, которая хранится сегодня в Стамбульском музее Топкапы. Карта известна прежде всего тем, что на ней изображена Антарктида, за 300 лет до ее официального открытия. Но есть деталь, о которой говорят значительно реже. На той же карте в районе Северной Африки обозначены реки, текущие через территорию современной Сахары, и населенные пункты вдоль их берегов. Пири Рейс в своих записях указал, что составлял карту на основе более древних источников. Карт, которые он изучал в Константинополе. Что это были за карты и где они сейчас, неизвестно. В 1554-м итальянский картограф Джакомо Гастальди опубликовал карту Африки, на которой в центре континента, там где сейчас пустыня, обозначено большое внутреннее море под названием Лагус. Гастальди не был фантазером. Он работал с венецианскими торговыми архивами и арабскими географическими текстами. Арабский географ Аль-Идриси в XII веке описывал Центральную Африку как регион с реками и городами. Он опирался на рассказы торговцев, которые ходили туда с севера. К тому времени Сахара уже была пустыней несколько тысяч лет, но память о том, что там было раньше, еще жила в торговых преданиях. В 2012-м НАСА рассекретила полный массив данных радарной съемки Сахары, полученных в 94-м с борта челнока Эндевор. Выжимку, неизбранные снимки, весь массив, несколько терабайт необработанных данных. Причина рассекречивания официально не объясняла. Независимые исследователи по всему миру начали работать с этими данными. Результаты оказались ошеломляющими. Итальянский геоморфолог Эммануэле Серветти обработал снимки района на границе Ливии и Нигера и обнаружил под слоем песка структуру, которую он описал в своей статье как урбанистический паттерн. Регулярную сетку с плотностью застройки, характерной для городских кварталов. Площадь структуры около 18 квадратных километров. Для сравнения, площадь древнего Карфагена в период расцвета составляла примерно 300 гектаров, то есть 3 квадратных километра. Объект под ливийско-нигерской границей в 6 раз больше. Серветти направил запрос на наземную проверку в нигерское и ливийское правительство одновременно. Нигер не ответил. Ливия на тот момент, 2012 год после войны, физически не контролировала эту территорию. Серветти попытался организовать частную экспедицию. Страховая компания отказала в страховке из-за статуса зоны как неконтролируемой территории. Экспедиция не состоялась. Американский исследователь Джон Колман работал с теми же данными НАСА, независимо от Серветти, и сосредоточился на другом районе. Плато Тадрар-Такакус в юго-западной Ливии. Он обнаружил под поверхностью пустыни линейные структуры протяженностью от 2 до 15 километров, расходящиеся из одной центральной точки, подобно спицам колеса. Интерпретация однозначна для любого специалиста по древним городам. Это дороги, расходящиеся от центра поселения к периферии. Центральная точка на радарном снимке показывает аномалию высокой плотности диаметром около 400 метров. Предположительно, центральный квартал или округ. Колман опубликовал анализ на платформе ResearchGate в 2014. Статью скачали около 400 раз. Ни одного официального отклика от академических институтов не последовало. Совокупность данных к этому моменту такова. Спутниковая радарная съемка фиксирует не менее 20
23 крупных аномалий урбанистического характера. Геохимический анализ грунта выявляет следы земледелия в 12 точках. Генетика фиксирует массовую миграцию населения из центра Сахары 5000 лет назад. Устные предания туарегов указывают на конкретные места, которые совпадают с координатами аномалий. Средневековые карты обозначают реки и города там, где сейчас пустыня. Ни один из этих источников не является единственным и достаточным доказательством. Но все они вместе указывают в одном направлении. Под Сахарой лежит цивилизация. Ее площадь сопоставима с площадью Западной Европы. Ее возраст от 7 до 10 тысяч лет. И ни одна лопата официальной науки не воткнута в землю над ни одним из 23 объектов. В начале этой истории был вопрос, почему под песками Сахары лежит цивилизация, о которой официальная наука предпочитает молчать. Теперь есть ответ. Не один, а несколько, и каждый из них реален и задокументирован. Геолог Кьярини нашел оштукатуренные стены в 58-м, его контракт не продлили. Археолог Кроль сфотографировал каменные кладки с неизвестными символами. Его выслали из страны за 72 часа. Геолог Маккинни обнаружил сетку улиц на радарных снимках. Его данные отправили на дополнительную проверку и забыли. Серветти нашел город площадью 18 квадратных километров. Страховая компания отказала в страховке для экспедиции. Каждый раз механизм разный, результат один, находка остается непроверенной. Но есть факт, который сложнее всего игнорировать. В 2023-м группа климатологов из Потсдамского института опубликовала уточненную модель климата Сахары за последние 12 тысяч лет. Согласно этой модели, Зеленая Сахара была не просто саванной с отдельными реками, это был один из самых продуктивных регионов планеты того времени, с годовым количеством осадков выше, чем сегодня в Германии, с густой речной сетью и озерами, крупнейший из которых по площади превышало современное Каспийское море. Этот регион мог прокормить население в десятки миллионов человек, и он был заселен, это доказывают генетика, химия почв, радарные снимки и керамика. Когда около 5700 лет назад климатический цикл начал разворачиваться и Сахара начала высыхать, это происходило не мгновенно. Процесс занял несколько сотен лет. У людей было время уйти, и они ушли к Нилу, к Нигеру, к Атлантическому побережью. Они принесли с собой навыки ирригации, строительства из камня, выплавки металла и, возможно, письменность. И именно в этот период, около 5000 лет назад, в долине Нила внезапно ускорилось строительство, усложнилась социальная организация и появились первые иероглифы. Египтологи называют этот период додинастическим и описывают его как загадочный скачок в развитии. Загадочный потому, что предшественников не видят. Не видят потому, что предшественники лежат под песком в 300 километрах к западу, в закрытых военных зонах и непроиндексированных архивах. В 2022-м ЮНЕСКО опубликовала доклад о состоянии археологического наследия Северной Африки. В докладе указано, около 80% потенциальных археологических объектов региона никогда не исследовали. 80% — это не белые пятна на карте, это сознательно незаполненные страницы истории. Сахара продолжает хранить свои тайны не потому, что они недоступны. Радарные спутники летают над ней каждый день. Геохимические методы позволяют обнаружить следы земледелия без единой лопаты. Генетические базы данных растут с каждым годом. Технические возможности для изучения этой цивилизации существуют прямо сейчас. Не хватает только одного — политической воли нескольких правительств и финансовой воли нескольких фондов, чтобы сказать: да, давайте посмотрим, что там на самом деле. Пока этого не произошло, самый точный ответ на вопрос изначала звучит так: под Сахарой лежит цивилизация, которую не скрыли намеренно. Ее просто никто не захотел найти достаточно сильно. И это, пожалуй, страшнее любого заговора.